Всем привет! Сегодня хочу показать, как связать шапку из нитки Alize Puffy. Эта нитка уже с петельками, поэтому для вязания нам не понадобится ни крючок, ни спицы. Вязать мы будем руками. Цвет я выбрала 350 голубой. Шапку я буду вязать на взрослого человека. Для себя объем головы 56 сантиметров. У меня уже есть розовая, поэтому хочу себе еще голубую. Чтобы связать шапочку на объем головы 56 сантиметров, нужно отсчитать 29 петель. И 30-ю петлю вводим в первую. А дальше вяжем по кругу, просто протягивая петельку в петельку. Главное смотреть, чтобы петельки не перекручивались и не пропускались. Просто нужно быть внимательными. На объем головы 58 сантиметров лучше набрать 30 петель. И уже 31-ю петлю с рабочей нити протянуть в первую. Розовую шапочку я себе вязала, набирая 30 петель, но она мне оказалась слегка великоватой. Поэтому сейчас, когда я вяжу голубую шапку для себя, я взяла 29 петель. И у меня объем головы 56 сантиметров. По размеру она просто идеальна. Так, давайте еще раз. Вот у нас рабочая нить. Вот наше вязание. И мы просто берем петельку с рабочей нити, протягиваем в нашу петельку, уже которая в шапке. И так далее. Петелька в петельку. Все элементарно просто. Таким образом мы вяжем до конца ряда. Вот 29 петель мы провязали. И дальше точно так же второй ряд мы вяжем по кругу те же 29 петель. Таким образом нам нужно провязать вообще 4 ряда. Просто 29 петель в каждом ряду. Мы вяжем 4 ряда. Вот я провязала 29 петель, 4 ряда. И теперь будем делать убавки. Провязываем 4 петли просто, петелька в петельку. 1, 2, 3, 4. И дальше убавка. Убавка делается очень просто. Мы берем 2 петельки, соединяем их вместе и провязываем петелькой с рабочей нити. Дальше вяжем точно так же до конца ряда. 4 петли провязываем просто и делаем убавку. Так нам нужно сделать 5 раз. Это для тех, кто набирал изначально 30 петель. Для тех, кто набирал 29, как и я, мы делаем убавку 4 раза. То есть провязываем 4 петли, потом делаем убавку. И так мы делаем 4 раза в этом ряду. А заканчиваем, просто провязав 5 петель. И это мы закончим 5-й ряд. В 6-м ряду мы провязываем просто 25 петель без изменений, без прибавок и убавок. Просто целый ряд провязываем петелька в петельку. 25 петель у нас в 6-м ряду. На этом этапе я вам предлагаю шапочку померить и решить, что делать дальше. Либо провязать еще один ряд 25 петель без изменений, либо делать убавки. Я в 7-м ряду делаю убавки. То есть без изменения провязываю только один 6-й ряд. Дальше я делаю убавки
через каждые 3 петли. То есть провязываю 3 петельки и делаю убавку. И так до конца 7-го ряда. Так, в 8-м ряду мы делаем убавку через каждые 2 петли. 2 петли провязываем просто, 1, 2 и делаем убавку. Снова 1, 2 и убавка. В 9-м ряду мы делаем убавку через 1 петлю. То есть 1 петлю мы провязываем просто и дальше делаем убавку. Вот так до конца ряда. У нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. 10 петель мы делаем убавочку каждую петлю. Вот берем сразу 2 петельки, провязываем вместе. Снова 2 петельки, снова провязываем вместе. Это 2, вот 3, 4, и 5. 5 убавочек сделали. И теперь то, что осталось у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек осталось. Мы берем просто ножничками следующую петельку. Вот здесь они у нас соединены ниточкой, все петельки. И мы вот здесь вот посередине петли обрезаем ниточку, чтобы получилась просто нить без петельки. И еще так, допустим, 2 петельки мы обрезаем и отрезаем нить. Вот это мы уже заканчиваем вязание. И берем эту нитку, просовываем в каждую петельку. Вот 1, у нас их 5. 1, 2, 3, 4, 5. И собираем просто вот таким образом. Этот кончик и этот кончик мы прячем внутрь вязания. Здесь его завяжем. И еще я советую прошить, чтобы уж наверняка она не распустилась. Ну, хотя и так не распустится. Но я еще не буду сейчас обрезать. Я здесь прошью и потом уже обрежу эту нитку, чтобы было надежнее. Так, вот это вот у нас еще не все. Вот такая шапочка получилась. Здесь, смотрите, этот хвостик тоже пришить. Тут, кстати, тоже можно было петельку одну обрезать посередине, как мы сделали в конце. И оставить хвостик, чтобы его здесь протянуть. Я просто забыла. Вот здесь его протянуть и опять же пришить. Я просто этот хвостик вот сюда пришью. И, может, даже не буду этого делать, потому что сейчас вот будем делать отворот. Хочу, чтобы шапочка была с отворотом. Но вы померите, если вам такая вот понравится, можете отвороты не делать. Я хочу сделать еще отворот. Сейчас покажу, как это делается. Для того, чтобы сделать отворот, мы берем нить и протягиваем петельки вот снизу. Именно в петлю, не между рядов. Вот у нас есть ряд каждый. Вот именно петелька. Проверить ее можно, вот так вот она ходит. Вот здесь, если потянуть, то видно будет, что это вот междурядье. Нам нужно именно в петельку вставлять каждую петлю. Вот одну мы уже протянули, вторую. И так до конца ряда протягиваем петельки. 3. То есть, чтобы они у нас вот так вот были сверху. Получается снизу. Вот берем петельку рабочей нити
и через низ протягиваем сюда. И еще одна. Вот. Есть. Теперь ниточку наверх перекладываем и просто вяжем дальше лицевыми петлями. Опять же, петля в петлю, только уже берем вот эти петельки, что мы сделали. В них протягиваем петельки вот эти вот с рабочей нити. Просто одна в одну. Ничего сложного. Опять же, вот здесь вот смотрите, чтобы петли не перекручивались. И так делаем до конца ряда. То есть, видите, у нас уже пошел этот отворот. Вот здесь просто я пришью. Поняли? Вот так вот. Просто обычной ниткой с иголкой пришью, и это вообще не будет видно. То есть оно вот так вот будет ровненько все. Видите? Сейчас это вот так смотрится, а так я пришиваю, и вот здесь вот и вот здесь прихватываю, все. Это уже все дальше ровно получится. Так, вот это я провязала один рядок. Теперь следующий идем точно так же. Это вот второй ряд мы довязали от ворота. Можете уже померить, если кому-то такого достаточно. Я 3 ряда как минимум хочу провязать. Может и 4. Сейчас 3 ряда провяжу и померяю. Вот смотрите, что уже получилось. Вот такая вот шапочка. Сейчас я ее пойду померяю, решу дальше вязать или нет. Так, я померяла шапочку на этом этапе и решила, что 3 ряда отворота для меня достаточно. Заканчиваем вязанием, просто продевая петелечки друг в друга вот таким вот образом. Берем эту петельку первую нашу и вот так вот. Как объяснять, не знаю, поэтому смотрите. Вот берем эту петлю и следующую просто в нее продеваем. Вот таким образом. Мы заканчиваем вязание, у нас получается вот такая вот красивая косичка. И так вот до конца ряда. Петельку в петельку. Видите? Таким образом у нас закончится ряд. Так, вот довязали петельку последнюю, обрезали ниточку и берем вот этот вот кончик, обматываем вокруг первой нашей петли. Вот сюда продеваем и потом в эту петельку. И вот уже сзади его куда-то закрутим и нормально пришьем. Ну вот, чтобы оно выглядело красиво. Беру нитку с иголкой.
тут у меня один хвостик и второй. Да, есть сначала в этот хвостик сейчас. Оп. И вот сюда хочу его куда-то пришить. Вот таким образом. Хорошенько, чтобы у нас все держалось. Здесь вы увидите, как я люблю говорить, просто делайте красиво. Все. Вот такая вот шапочка готова. Теплая красивая шапка.